Не бывает войны без жертв. Это аксиома. Куда страшнее, когда люди погибают в мирное время, в межнациональных конфликтах. И страшнее всего, когда эти люди не солдаты, воюющие с оружием в руках, а самые беззащитные – старики, женщины и дети. Так случилось 24 года назад в Хаджалы, где были зверски убиты 613 человек, а еще более 1000 жертв трагедии остались инвалидами. Долгое эхо Хаджалы – это 150 без вести пропавших из 1275 человек, взятых в плен. Это более миллиона вынужденных переселенцев, спасавших свою жизнь бегством. До сих пор Азербайджан взывает ко всему миру с просьбой не забывать об этих жертвах, и пепел Хаджалы стучит в сердце каждого азербайджанца. В наши дни мероприятия памяти о хаджалинской резне проходят в разных уголках мира, от России до заокеанской Канады. И это очень символично. Каждый человек имеет право на религию, политику, свободу, а еще у каждого есть неотъемлемое право помнить. Если трагедии, подобные хаджалинской, будут забыты, это может привести к новым бедам и не менее страшным трагедиям. Из первых уроков памяти: граждане лишь тогда могут считать себя в безопасности, когда их государство сильно. Сильно своей экономикой, вооруженными силами, культурой, мощью духа живущих в нем людей. Когда-то существовал Советский Союз, и народы в нем жили одной семьей, устремленной в будущее. Но все рухнуло, и каждый народ стал выживать в одиночку, иногда за счет других народов. У нас не было иммунитета к вирусам терроризма, национализма и наживы любой ценой. Однако за десятилетия, прошедшие со дня хаджалинской резни, независимый Азербайджан окреп и возмужал, стал самостоятельным государством, игроком на мировой арене и гарантом мира в Закавказье. Сегодня азербайджанцы могут быть спокойны, их страна защитит их. А еще лишь по-настоящему сильный человек милосерден, лоялен и терпим к другому. Точно так же Азербайджан, как сильная страна, не жаждет мести, а ищет пути мирного урегулирования карабахской проблемы, экспортируя в мир мультикультурализм и толерантность. И это второй урок Хаджалы. То, что в 2016 год президент Ильхам Алиев объявил годом мультикультурализма в стране, и 7-й глобальный форум Альянса цивилизации ООН, который пройдет в Баку через 2 месяца, это очередной вклад государства в развитие диалога межкультурного и межрелигиозного. Всей своей историей, когда на территории страны столетиями мирно жили и сотрудничали представители разных народов и конфессий, Азербайджан посылает свое послание. Трагедия Хаджала не должна повториться ни в одной точке земли.